Всех приветствую на канале. Сегодня у нас будет мастер-класс по вязанию вот этого шикарного джемпера. Вставляю вам сюда видео нарезку и фотографии, как он шикарно смотрится на мне. И показываю вам вблизи вот эту пряжу. Это хлопок травка. Она пушистая, фантазийная пряжа. После стирки сам джемпер стал жестким. Я его вот таким образом маленько растерла, чтобы он приобрел первоначальную мягкость. И затем весь пушок просто чуть-чуть причесала вот такой вот обычной щеткой для новорожденных. Ушло у меня на этот джемпер меньше 4 мотков пряжи, почти 4. Примерно 370 грамм. Спицы у меня для основного полотна 4 миллиметра, и резинки я вязала на 3,75. Потом перед закрытием обязательно я провязываю полую резиночку спицами 3,5. Давайте я вам расскажу, что необходимо для того, чтобы связать этот джемпер. Мы берем обхват груди. У меня 86 сантиметров плюс 10 на свободу облегания. Итого ширина общая переда и спинки 96 сантиметров. Затем мы измеряем обхват бицепса. У меня 24 сантиметра. Делю его на 4, получаю ширину подреза. И затем делю его на 2 и получаю высоту проймы. Высота проймы, вот она. 12 сантиметров. 1/2 ширины подреза. И затем вот такой плечевой скос. Он тоже равен 1/2, то есть 12 сантиметров. Резинку я вязала 6 сантиметров по низу, 5 сантиметров по рукаву. И видите, высота от резинки до пройм 24 сантиметра. И так как общая ширина переда и спинки 96 сантиметров, то ширина переда вот у меня отмечена как 48 сантиметров. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, там будет вот эта фотография добавлена. Вы можете ее скачать. Очень интересный узор здесь использован. Это ажурные ромбы. Мастер-класс по этим ромбам есть на канале. Здесь я его показывать не буду. Тем более на пушистой такой пряже достаточно сложно его показывать. И смотрите, как мы вяжем. Вязание мы начинаем снизу вверх по кругу. Затем это до пройм. Потом вяжем уже отдельно перед, отдельно спинку. И затем сверху вниз привязываем рукава. У меня так расположен узор, что создается иллюзия ложного реглана. На самом деле это, конечно же, спущенное плечо. Я набирала петли имитации итальянского набора. Как выполняется такой набор, на канале есть мастер-класс. Ссылка будет в описании. То есть на воздушную цепочку, которая выполняется крючком. Я набирала петли спицами 3,5 и вязала 4 ряда лицевой гладью. Затем переходила на спицы 3,75 и связала в общей сложности 6 сантиметров резинки 1 на 1. И дальше уже вязала узором по кругу до пройм. Я думаю, с этим вы самостоятельно справитесь. Ссылка на схему узора будет также в моем телеграм-канале. Сюда вам тоже на всякий случай вставляю. Давайте вязать. Полотно достигло необходимой длины, примерно 27 сантиметров. Теперь мы будем делить все на перед и спинку и, конечно, отделять подрезы. Для того, чтобы наш узор красиво лег в ложный реглан, мы должны на подрез отложить ромбик, который идет на расширение. У меня ширина подреза по расчетам должна быть 6 сантиметров. Это 1/4 обхвата бицепса. Вот она. Вот у меня этот подрез. Будет 6 сантиметров. Вот эти вот петли, которые накиды, они пойдут как кромочные. Учитывайте, что мы потом будем вязать поворотными рядами, и нам нужны кромочные петли. Если у вас объем бицепса больше, то берите более широкую часть ромба, например, вот здесь, вот в его максимуме. Или можно также захватить даже вот эти вот петли, которые дают основание следующим ромбам, то есть вот такую ширину подреза можно спокойно в полотне брать, это примерно 10 сантиметров. На любой размер подойдет. Смотрите, петли подреза я сразу же все откидывать не буду, мы их сократим еще постепенно.
И я вот 2 петли от подреза сейчас постепенно убавлю. Смотрите, что мы делаем. И также обращаю ваше внимание, я закончила рядом, где вяжутся накиды. То есть, потому что я сейчас поверну вязание и буду вязать в ту сторону. И мне необходимо, чтобы изнаночный ряд вязался просто изнаночными петлями, а по лицу я уже формировала узор. Маркер начала ряда уже больше не нужен. Накид это у меня будет кромочная петля, и я захватываю 2 петли подреза. Теперь у нас петли, вот эти вот, которые у подреза, будут вязаться просто лицевой гладью. Разворачиваем вязание и сразу же выполняю убавку. Просто 2 петли провязываю вместе. То есть я кромочную не сняла, а провязала ее вместе. И дальше вяжем по рисунку, то есть все петли изнаночные. И смотрите, со второй стороны мы также отделяем подрез и 2 петли подреза захватим, потом развернем вязание и их убавим. Смотрите, и также мы начинаем ряд, провязав 2 вместе. То есть сокращаем и добавляем петельки еще к подрезу. Дальше мы вяжем по рисунку. Петли подреза просто лицевыми, а здесь продолжаем выполнять узор. Сейчас у меня идет 3 петли провязанных вместе. И сейчас мы довяжем ряд до конца, развернемся и опять здесь свяжем 2 вместе изнаночными. Дойдем сюда и здесь свяжем 2 вместе лицевыми, то есть сократим петли подреза, которые у нас должны быть еще подрезом. В начале каждого ряда провязаны петли парами, подрез полностью сформирован, получается такой выемкой, это более удобная посадка. И дальше мы будем формировать прибавление для того, чтобы вот здесь образовался скос. Будем в начале каждого ряда делать прибавку через накид. Сейчас я покажу как. И вот этот вот скос, то есть длина вот этого скоса должна быть равна 1/2 обхвата бицепса. То есть в моем случае 12 сантиметров. Я сейчас буду измерять вот эту вот косую линию. И как она достигнет 12 сантиметров, прекращу делать прибавление. Прибавление будем делать в начале каждого ряда. То есть сейчас у меня начинается ряд изнаночный. Я просто делаю сначала накид, а потом приступаю к вязанию. Все прибавленные петли мы вяжем просто лицевыми. Узор на них не распространяем. Сейчас довяжем ряд до конца и в начале следующего ряда также выполним прибавление. Я довязала ряд до конца, развернула вязание и в начале ряда опять делаю накид и только потом приступаю к вязанию. Все, дальше вяжем по рисунку. Я уже связала достаточное количество прибавлений. Вот эта вот линия составила 1/2 обхвата бицепса, в моем случае 12 сантиметров. И я прибавила в итоге 11 петель. Сейчас мы будем эти петли убавлять. То есть мы прибавили 11 петель и убавить должны тоже 11. И посмотрите, как идет у меня узор из ромбов. Узор у меня идет на убыль. И петли, которые прибавлены, полностью провязаны лицевыми. И вот здесь я уже ромб не вывязываю, иду просто лицевой гладью. И у меня формируется такая ложная регланная линия. Как я уже сказала, мы сейчас будем формировать убавление и одновременно вырез горловины по переду. Смотрите, по центру переда мы просто кладем ладонь и по обе стороны ладони развешиваем маркеры. Посмотрите, раз я прибавила 11 петель, то и буду потом убавлять 11 петель. И поэтому горловину, для того, чтобы сделать округлую, мне нужно разбить ее на 11 участков. Я обычно делаю 3 участка. Это первый участок 3 петли, второй участок 2 петли и третий участок 1 петля. То есть смотрите, раз я буду убавлять 11 петель, то мне нужно и 11 таких участков. А участков всего 3 вида. Я 11 делю на 3, ну, получаю там по 4, по 3 участка. И я сделаю, смотрите, вот таким образом 3 участка по 3 петли. Буду формировать вырез горловины, потом 4 участка по 2 петли и 4 участка по 1 петле. Всего 11. Посмотрите, я здесь пока маркеры не развешиваю, потому что сложность нашего узора в том, что в каждом ряду меняется количество петель. Поэтому вот эту вот череду убавлений
нужно записать на листочке и следовать ей. То есть у меня 3 участка по 3 петли, 4 по 2 петли и 4 участка по 1 петле. Таким образом будем формировать вырез горловины. Посмотрите, сейчас у меня идет лицевой ряд. И я вяжу этот лицевой ряд как раз вот до нашего синего маркера, до начала прямого участка горловины. Вяжем по рисунку. Я довязала до синего маркера, разворачиваю работу и теперь буду вязать изнаночный ряд. Смотрите, если мы в лицевом ряду формируем вырез горловины, то в изнаночном ряду мы формируем скос рукава. И как я уже сказала, я прибавила 11 петель, поэтому убавить должна буду 11. Мы эти 11 петель отделим маркером. 2, 4, 6, 8, 10, 11. То есть вот до этого момента я должна буду выполнять убавление. Но фактически мы убавлять не будем, а будем просто постоянно не довязывать одну петлю. То есть в изнаночном ряду, вот здесь в конце, мы всегда не довязываем одну петлю до конца ряда. Начинаю вязание ряда. Провязываю все петли изнаночные, кроме последней кромочной петли. До конца ряда я не довязала одну петлю и разворачиваю вязание. Снимаю кромочную и продолжаю вязать лицевой ряд. Сейчас мы здесь уже будем формировать убавление для выреза горловины круглого. То есть первый участок у меня 3 петли. Я не довяжу до синего маркера 3 петли и разверну вязание. Не довязала 3 петли и разворачиваю вязание. И опять изнаночный ряд также не довязываю. То есть вот это в прошлый ряд мы до этой петли довязали. Сейчас следующий ряд вот до этой петли. И потихоньку у нас количество петель в ряду будет сокращаться. В изнаночном ряду, как я уже сказала, всегда одну петлю не довязываем. В лицевом ряду мы согласно расчета выреза горловины. Я не довяжу 3 раза по 3 петли, потом 4 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле. И таким образом сформирую вырез горловины и плечевой скос, ну или скос рукава. Я закончила формирование плеча. Вот посмотрите, со стороны проймы вот эти 11 петель, которые я не довязывала до конца ряда. Между ними прям заметны большие промежутки. И вот он, вырез горловины по переду, как я и планировала. 3 участка по 3 петли, вот они, 4 участка по 2 петли и 4 участка по 1 петле. Между этими участками большие промежутки, их хорошо видно. Сейчас я буду продолжать вязать лицевой ряд, и в этом лицевом ряду буду убирать вот эти промежутки и перейду к вязанию второй половинки переда. Посмотрите, сейчас перед каждой вытянутой петлей я буду выполнять манипуляцию. Вот я сейчас распущу петельку, которую я уже провязала, верну ее обратно на спицу и вот здесь вот вытяну протяжку. Это протяжка, когда я за нее потяну, у меня вот эта петля на спице должна уменьшиться. Вот она протяжка, и надеть я ее должна таким образом на спицу, чтобы она была скрещенной. То есть вот такой вот петелькой затянутой. Затем возвращаю петлю таким образом, чтобы вязать ее за заднюю стенку, и провязываю петлю и эту накинутую протяжку 2 вместе. Да, дальше у меня идет петля, но посмотрите, после нее опять большой промежуток, и я эту петлю опять же должна буду провязать вместе с протяжкой. Просто пока ее перекидываю, достаю протяжку, которая уменьшит у меня вот эту петлю на спице. Накинуть ее нужно таким образом, чтобы она была скрещенной. Возвращаю петельку и вяжу за заднюю стенку. Обращайте внимание, что вот эта петля была правильно надета на спицу, чтобы она не была скрещенной при провязывании. Все, и таким образом провязываем все петельки. И еще один момент нам нужно будет отметить, где у нас шло начало горловины.
И все, и таким образом выполняем весь этот ряд, убирая все промежутки между участками, которые мы провязали. Сейчас идет участок по одной петле, поэтому после каждой петли я выполняю манипуляцию с протяжкой. Там, где будут участок по 2 петельки, то есть вот между этими петлями у нас промежутка нет, поэтому ничего вытягивать не надо. Я уже выполнила сглаживающий ряд. Уже заметно ушли ступеньки между участками, то есть как будто единый ряд теперь смотрится. Все очень аккуратно и незаметно. Дальше у меня идет прямой участок горловины. Я его провязываю просто лицевыми петлями. Довязала до синего маркера, и дальше мы формируем вторую часть переда. То есть сейчас я довязываю ряд до конца по рисунку, разворачиваю вязание и с изнаночного ряда буду формировать вырез горловины. То есть буду сначала 3 раза по 3 петли не довязывать, потом 4 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле. Затем разворачивать вязание лицом к себе и со стороны проймы не довязывать всегда 1 петлю. Формируем вторую часть. Я точно так же сформировала и второе плечо. У меня здесь 11 петель. И здесь точно такие же участки для округления выреза горловины. Вот у меня рабочая нить. И сейчас мы будем вязать, убирая отверстия по плечевому скосу. В точности так же, как мы делали со второй стороны. Поднимаю протяжку. Накидываю ее скрещенной петлей. 1 петельку нужно будет распустить и провязываю петлю вместе с протяжкой вместе за заднюю стенку лицевой. Я довязала ряд до конца. Обязательно отметьте маркером вырез горловины, чтобы потом его не путать с плечевым швом. На этом рабочую нить мы обрезаем и начинаем подобно формировать и спинку. Также сначала делаем убавки для подреза, потом выполняем 11 прибавлений, точно так же формируем регланную линию. И когда придет время выполнять убавление плечевого скоса, я вам расскажу, как рассчитать вырез горловины по спинке. Я уже вывязала все прибавления по спинке. У меня также прибавлено 11 петель. Подрезы скинуты на дополнительную спицу или на вязальную булавку. Когда мы вязали перед, мы уже на этом этапе начали формировать горловину. Горловина по спинке у нас будет менее глубокой, а менее в 4 раза. То есть у меня было сформировано по переду углубление на протяжении 11 укороченных рядов, да, потому что у меня здесь 11 прибавлений и 11 должно быть укороченных рядов или 11 убавлений. Мы эти 11 делим на 4, получаю примерно 3. И когда мне останется убавить еще 3 петли, ну или сделать еще 3 укороченных ряда, я начну формировать углубление по переду. То есть сейчас из 11 укороченных рядов я провяжу 8, а потом начну формировать углубление по спинке. Точно так же у меня идет по рисунку формирование такой ложной регланной линии. Я уже сделала 8 укороченных рядов по спинке, мне осталось еще 3, и на этом этапе я начинаю формировать вырез горловины. Мы возвращаемся к переду, считаем, сколько петель у нас ушло на плечо, то есть до маркера, который обозначает вырез горловины. В моем случае это 26 петель. Я также отсчитываю по спинке 26 петель и вешаю маркер с одной стороны. И со второй стороны также 26 петель и вешаю маркер. Затем нам нужно определить прямой участок. По переду мы его определяли ладошкой, он у меня 15 петель. По спинке я обычно делаю просто в 2 раза
больше. В моем случае здесь 29 петель, отметила синими маркерами. И вот у меня между маркерами остались участки, на которых я буду формировать укороченные ряды. Смотрите, мне осталось связать 3 укороченных ряда, а участков я буду здесь отмечать на 1 меньше. То есть 3 укороченных ряда и 2 участка. Допустим, если у вас здесь 5 укороченных рядов, то здесь 4 участка, то есть на 1 меньше. У меня 11 петель, я сделаю один участок в 5 петель, второй в 4. Все, сейчас мы начинаем формировать укороченный ряд, то есть я вяжу до прямого участка горловины, возвращаюсь, потом, ну вот здесь у меня будет 5 петель отмечено до этого маркера, возвращаюсь и потом уже до розового маркера. То есть всего будет как бы 3 возврата сюда. Все, формируем вырез горловины. Формируется он точно так же, как мы делали по переду. Я выполнила полностью вырез горловины и плечевые скосы по спинке. Теперь необходимо выполнить плечевые швы. То есть место плечевых швов у нас отмечены маркером. Шов будем выполнять по открытым петлям. Я буду делать шов без использования рабочей нити. У меня на канале есть мастер-класс по такому шву. Ссылочка будет в описании. Также можно использовать трикотажный шов петля в петлю, каким будет удобнее. Ссылки на оба шва будут в описании. Еще обращаю внимание, с одной стороны наши укороченные ряды не оформлены до конца. То есть вот здесь большие расстояния между петлями. Нужно будет убрать эти расстояния так же, как у нас сделано по этой стороне. Для этого с лицевой стороны переда я вот таким образом пройдусь, убирая вот эти вот расстояния. И затем, не обрезая рабочую нить, перейду на спинку и уберу уже по спинке расстояние от укороченных рядов. Плечевые швы готовы. Теперь необходимо провязать сглаживающий ряд по одной части горловины. Вот здесь вот, где плечевой шов, мы должны добрать петли. 2 петли до вот этой пары, 2 петли после этой пары и 1 между ними. То есть всего 5 петель. Также спицами 4 мм. Я провязала сглаживающий ряд, набрала петли в области шва. Теперь мы берем спицы 3,75 и провязываем один ряд просто изнаночными петлями. Я провязала один ряд изнаночными петельками. Далее мы вяжем резинкой 1 на 1 примерно на 3 сантиметра и закрываем петельки при помощи иглы. Прежде чем закрыть резинку иглой, обязательно провяжите 4 ряда полой резинки. Я оформила горловину. Как я уже говорила, после резиночки провязала 4 ряда полой резинкой, перейдя на спицу 3,5, и все закрыла иглой. Подробный мастер-класс по закрытию резинки иглой есть на канале, ссылочка будет в описании. Теперь мы переходим к вязанию рукавов. Вязание рукава начинаем с центра подреза. У меня подрез 9 петель, ну я 4 петли, грубо говоря, сниму половину. Спицы у меня основные, это 4 миллиметра. Берем рабочую нить и просто присоединяем, и остальные петельки провязываем. Можно повешать маркер начала ряда для удобства. Рукав вяжем просто лицевыми петлями. Петли подреза провязаны. Дальше мы наберем одну скрещенную петельку. У меня здесь как раз накид. Вот делаю скрещенным его, добавляю петлю. Затем добавляем еще одну петлю, подхватив кромочную. Здесь даже если получаются отверстия, они вписываются в ажурный узор. И дальше переходим к набору петель уже по самому скосу, который у нас идет с прибавками. Смотрите, первую петлю я наберу перед этим скосом, просто тоже под кромочную.
И дальше иду по краю. Здесь я буду набирать петли не подкромочные, а в ряд. Так как прибавки шли в каждом втором ряду, то поднятие петель я буду выполнять следующим образом. Посмотрите, вот ввожу в петлю спицу и поднимаюсь вверх в следующую петлю. То есть 2 ряда я подхватила. Дальше уже сдвигаемся. Вот она, следующая петля. И петля над ней. То есть у нас петельки будут набираться вот такими двоечками. Сдвигаемся на одну петлю. То есть мы набирали вот из этого ряда, сдвигаемся в соседний. Здесь опять 2 набрали. Прямо в центр петли я ввожу спицу, не подкромочную. Я уже вязала подобный джемпер, тоже также поднимала петли. Я вам оставлю ссылочку в описании, можете посмотреть. Там пряжа не пушистая. И, возможно, если здесь плохо видно, то там будет намного лучше. Но показываю еще раз. Вот ряд, из которого я сейчас поднимала петли. Я сдвигаюсь в следующий. 1 петля из ряда и поднимаюсь на 1 ряд выше, в следующую петлю и опять набираю. Все, таким образом набираем петли по всей пройме. Я подняла петли проймы. Вот по второй части проймы, видите, они такими же парами набираются. Из каждого ряда обязательно наберите дополнительную петлю прямо из центра шва. И всего у меня получилось сейчас на спицах 65 петель. И я вяжу просто лицевыми петлями без убавлений рукав на необходимую длину. Чтобы длина рукава была хорошая, вы ее должны связать вот до этой косточки на запястье. Рукав достиг необходимой длины. Получилось у меня связать 102 ряда. Дальше мы будем переходить к вывязыванию манжета. Манжет будем вязать спицами 3,75. И прежде чем перейти к манжету, мы сделаем убавление. То есть я через одну петлю буду вязать петли парами. 1 лицевая, дальше 2 вместе. Так чередую. 1 лицевая, 2 вместе лицевой. Я довязала ряд до конца. Теперь на спицах у меня 44 петли. Количество петель должно быть четным. И сейчас мы будем вязать резиночку 1 на 1 на необходимую высоту. А затем закроем петельки, провязав полую резинку и применив иглу точно так же, как мы делали по вырезу горловины. Я связала резиночку для рукава. Он получился в виде фонарика. Точно так же выполняем второй рукав. Я уже его сделала. На этом наш желтый пушистик полностью готов. С удовольствием носите его. Не забывайте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем пока-пока.